Итак, всем привет! С вами Надежда Солнечная. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Я видящая, с детства обладаю глубокой эмпатией, а также уникальным даром видения тонкого плана, который позволяет мне считывать информацию о людях и событиях. И сегодня у нас будет тема достаточно животрепещущая, тема, которая, я считаю, очень сильно важна. Это тема о войне 1812 года. Многие из вас задали этот вопрос мне в рубрике «Просмотр тонкого плана». Вы за него проголосовали. И да, я считаю, что это видео очень будет полезным и очень важным, так как считаю, что знание нашей истории, тем более настоящей истории, не фальсифицированной истории, это то, к чему мы должны прийти, потому что мы должны понимать важность того, кем мы были. Мы должны понимать важность наших истоков для того, чтобы вернуть свою истинную память, память души. Я про это очень много рассказываю, в том числе осознавая всю важность данной информации, все, что касается прошлого, я на своем бусте выкладываю все, что я вижу на тонком плане по темам прошлого, а также здесь в рубрике в своем видении на тонком, где вы задаете темы и спрашиваете сами, что вам интересно, чтобы я посмотрела. Считаю, что если вы будете поднимать какие-то исторические темы, это будет очень и очень большим таким подспорьем для всех нас, для того, чтобы понимать, что же на самом деле случилось с прошлой цивилизацией, с нашим миром за все это время. Ну а я уже начну о войне 1812 года, так как к ней очень и очень много вопросов. В своем прошлом ролике, который был посвящен глобальной катастрофе, которая случилась в 1800-х годах, я вам немного рассказала, что мое видение о том, что там творилось с так называемой Российской империей и прочим, очень сильно отличается от того, что нам говорит официальная история, и то, что мы знаем, что уже была некая Тартария, которую вычеркнули вообще отовсюду, откуда только могли, но где-то что-то остались они упоминания, они уже много кто говорит из альтернативных историков. И да, я тоже вижу это государство, я вижу, что оно развалилось не так давно, то есть оно не так давно перестало существовать. Но давайте уже конкретно пойдем к войне 1812 года. На самом деле, давайте начну немного издалека, потому что начну с Тартарии. То, как я видела разделение, то есть для меня Московия, конкретно Московия, и то, что нам говорят как некая Киевская Русь или что-то такое, Киев, Московия, да, вот эта вся территория, условно, примерно там в границах Ивана Грозного, это и было что-то вот, что можно назвать условно русским государством. И была огромная территория, которую в нашей современной истории называют татаро-монгольская ига. Я же не вижу там то, что это какие-то монголы были, еще что-то, да, такое. Я вижу одно большое государство. Больше я об этом рассказывала на Бусти, я там разбирала целую карту, кому интересно, о том, что там было, какие государства, все это было в торговле прошлого, ролики, вот, и где-то вот рядом крайне с ним. В то время я активно как раз-таки смотрела европейские страны, что там было, и как бы карту Азии, и я видела, что был отдельно Китай, была отдельно Тартария, так называемая, и, кстати, те же самые страны, которые были Таджикистан, Узбекистан, ну вот эти вот ближние и восточные, они тоже были частью этой земли Тартарии огромной. Это то, что я чувствую. Конечно, у них были, скорее всего, разделенные области, какие-то округа или что-то подобное, как, допустим, есть Российская Федерация, и в ней есть там
допустим, Московская область, Краснодарский край, там Владивосток, вот эти вот все земли, там Красноярский край и так далее. То есть очень-очень много регионов. Также я видела и в Тартарии была некая раздробленность именно по каким-то регионам или региональным управлениям, назовем это так. Но в целом это было одно государство. Так вот, к чему я вам это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что у меня есть четкое ощущение того, что тот человек, которого звали Наполеон условно, да, тот человек, который управлял на тот момент Московией в 1800-е годы, это были союзники. И воевали они как раз-таки с тартарами, а не с Российской Федерацией, да, так называемой. И я это уже чувствовала очень-очень давно, еще когда только первые вот эти вот пошли мои видения тонкого плана по истории старой, по картам и все остальное, я, в принципе, вам рассказывала очень часто и здесь в роликах, и на Бусти, о том, что ранее завоевание вообще нашего мира началось с так называемого Египта и дальше расползлось. Оно приобрело все вот расползалось, это гангрена под лозунгом Римской империи. Если мы очень тщательно копнем и посмотрим на гербы, в том числе герб Российской Федерации современной, мы увидим, что вот это все принадлежит Римской империи, то есть это все гербы Римской империи. Это если немножко копнуть по геральдике, то есть до сих пор все церкви, включая православную, принадлежат Римской католической церкви. Если вы посмотрите на ту же самую геральдику Римской католической церкви, то у вас очень много вопросов по этому поводу возникнет. Я имею в виду в плане того, что почему очень у многих стран в их геральдике есть полное вот такое вот соответствие геральдики Римской католической церкви. То есть, знаете, как будто вот есть один такой областной центр, но в принципе мы и так знаем Рим, да, даже есть выражение «все дороги ведут в Рим». Так вот, действительно, все дороги ведут в Рим. Рим является некой столицей мировой, откуда идет внешнее управление. То есть нам говорят о том, что Римская империя пала, но я на данных реалиях и тому, что вижу на тонком плане, я не вижу, что Римская империя пала. И я вижу, что она процветает и уже процветает под неким таким лозунгом, знаете, современного рабства, что вроде как эти страны все являются автономными, вроде как они все являются суверенными, но тем не менее в геральдике каждого из этих стран присутствуют именно гербы соответствия как некого вассала Римской империи. Ну ладно, я здесь не за вот эти моменты рассказываю, которые где-то что-то копают там, да, альтернативные источники и историки, и многие люди, которые ищут в законах различные лазейки. В принципе, вы это на всех других каналах можете посмотреть. Что же я вам могу сказать от себя, потому что именно то, что идет мне с тонкого, что вот эта вот Римская империя, которая существовала и в современных реалиях, то есть существует, точнее, да, она не прекращала свое существование много лет назад, как нам это говорят. И как раз-таки в 1812 году это и все вообще вот эти крестовые походы, про которые мы слышали, это и там германская война, по-моему, с крестоносцами была, мы слышали об этом, это и Невское побоище, да, и так называемое ледовое побоище, ну, то есть там очень много вот этих битв было, а то, когда нам говорят, что наша там Русь боролась с крестоносцами. Так вот, все эти крестовые походы, которые были и устраивались, и это был именно момент продолжения Римской империи, завоевания территорий. То есть вроде как Римской империи уже не было, но она уже под другим соусом продолжала захватывать новые территории, в том числе Азию. И как раз таки с Европы, то есть это немцы, шведы там и прочая вот эта компания, хотя сначала это все расползалось от Египта выше, то есть это в Европу перешло,
Потом с Европы начались захваты как раз-таки там Иерусалима, как раз-таки захваты Аравийского полуострова, то есть туда начали потихоньку, но все-таки полностью Аравийский остров, там как-то что-то не удалось им толком вот это вот все сделать, и как-то там продвинуться в военных кампаниях, потому что все-таки не давали им ввиду сложных условий, опять же, да, и погодных, и природных, и всяких разных, вот, местное население завоевать там земли. Это первое. Я сама помню прошлые жизни, и я помню именно свою жизнь именно на Аравийском полуострове в то время, да, ну это уже очень-очень далекие были времена, и там как вот это все проходило. В общем, Европу вот эта Римская империя смогла завоевать. А далее от Египта, Европу, и от Европы она уже пошла вверх, то есть это вот земли, которые сейчас мы называем Финляндия, Швеция, да, и дальше оно уже пошло на восток, то есть это Азия. И как раз-таки, когда они пошли в Азию, они столкнулись с Тартарией. Более того, с Европы люди бежали, то есть с завоеванных земель бежали все в Азию. И вот эта вот коалиция, последний оплот, я как раз-таки в прошлом видео о глобальной катастрофе рассказывала об этом, что люди бежали туда и находили в Азии, это как был последний оплот. Так вот, те же самые крестовые походы, они начинались, то есть они шли потихоньку, завоевывали территории. Как я понимаю, основной вот этот вот момент, когда сформировалась Московия, так называемая, это был кусок отвоеванной земли у Тартарии. Я это вижу так. То есть Московия — это просто кусок, который вот земли смогли отвоевать у Тартарии, те же самые вот эти ордены. Причем, как я это вижу, что раньше рыцари вот этой вот Римской империи во главе там со своим каким-то полководцем, определенными князьями там условно, которые, как правило, являлись родственниками, то есть это была такая тесная коалиция тех, кто пришел к власти, то есть такое некое кумовство условно. Вот, они шли, захватывали новую территорию, новую часть территории, и там уже ставили своего наместника из лица, конечно, там своего двоюродного дядюшки, тройчатого племянника и так далее. Именно в этом, кстати, мы можем заметить то, что в родословную какого короля там не ткни, допустим, вот у нас, да, очень много споров идет вокруг Рюриков и все, и очень много вопросов идет к этому, что по какой такой причине у нас что тут своих людей не было, что мы какого-то там непонятного дядьку из-за рубежа за 3-9 земель, да, позвали к нам сюда править, ну то есть что за бред? И как бы это большой вопрос адекватности народа и прочего, призвать какого-то человека, которого ты в глаза не видел, тогда еще не было интернета, если что, тогда, я думаю, это все понимают, и ты не знаешь, кто он, как он будет править вообще, откуда ты его знаешь, как бы достаточно очень сомнительная история в этом во всем. Но на самом деле такого, конечно же, не было. Как я это вижу так, что это приходили вот эти вот крестовые походы, захватывали территорию, и дальше этот Рюрик, который уже был из рода вот этих вот всех князей, которые правили и захваченными территориями ими, уже сел на свою собственную территорию, которую отхапал. Но так как это была территория Тартария это все, конечно же, не собиралась терпеть. И вот эти все побоища туда-сюда, которые шли, то есть, как я это понимаю, вот эти вот все истории с татаро-монголами, нашествием, да, игом, потом тем, что там крестоносцы нападали с той стороны, татаро-монголы с этой и так далее, и вот непонятно, что там происходило, это было не что иное, как борьба Европы и Тартарии за вот эту территорию. Это то, как вижу, это все я на тонком плане. То есть это противостояние Римской империи и Тартарии между собой, вот, и Тартария, сопротивление Тартарии вот этому вот нашествию, то есть то, где обвинили, по сути,
старую цивилизацию, каких-то там немытых, как нам говорят, да, вот все вот это вот, какие-то там немытые ужасные аборигены были, зато пришла цивилизация в виде европейского сообщества, принесла чуму и различные другие интересные истории, то есть там с антигигиеной и многим-многим другим. Но это уже другая история про Европу. Мы конкретно берем Азию, которая сопротивлялась вот этому вот вторжению вот этой Римской империи. Это было очень мощное сопротивление, и в принципе, если европейский континент вот этим выходцам Римской империи удалось очень легко завоевать, то уже взять Тартарию было практически невозможно. Более того, то, что я вижу на тонком, что вот эти все крестовые походы и завоевание новых территорий, это вот то же самое, что испанцы поехали в Америку, то же самое, что вот Южную Америку, Северную Америку осваивали, то же самое, что вырезали все коренное население Австралии. Это было все по моему личному видению, которое я видела с тонкого плана, завоевание и распространение Римской империи по всему миру. Вот, это, к сожалению, пострадало очень много народов, в том числе повырезали все красные расы, до которых смогли дотянуться, практически все. И то, когда пала Тартария, я вам рассказала, это был как раз-таки 1812 год. Эта война, как я считаю, она была такой же последней войной, наверное, вот этой вот Московии и Римской империи против Тартарии. И то, как я это вижу, то есть, что тот, кто правил Московией, то есть я не буду сейчас называть имена царей или что-то, то, как я это вижу на тонком, то, что мне идет, тот местный князь, ставленник Римской империи, который правил в Московии, он запросил поддержку, потому что они не справлялись, запросили поддержку с Европы, и как раз-таки армия Наполеона Бонапарта пришла туда и помогала им завоевывать территории, захватывать Тартарию, отстоять им вот эту вот захваченную Тартарией территорию. И я сейчас не буду рассуждать, кто там спалил Москву, если вам интересно, можно будет это посмотреть на тонком более детально, но я думаю, что Москва пострадала в битве как раз-таки Наполеона Бонапарта плюс вот этих вот местных сил князя, управляющего Московией, против тартар. Вы, наверное, заметили, что я называю этот народ, те люди, которые были в Тартарии, я их называю тартары, и я сейчас объясню почему. То есть, нет, я не ошиблась, я прекрасно знаю такую национальность, как татары. Я сейчас объясню, в чем разница и то, что я вижу в составе Тартарии. Как и Российская Федерация на данный момент, Тартария, как вижу ее я, была достаточно очень многонациональная страна, то есть народностей в ней жило очень много. И у нас тоже сейчас в Российской Федерации живет достаточно большое количество народностей, но причем все в паспорте записаны как русские, то есть русский или тартар, да, Тартария, тартар, тартары, это был народ, который представлял собой принадлежность к некому государству больше, чем к народности. Надеюсь, это понятно. Насчет того, что говорят про то, что Наполеон, когда пришел в Москву, когда его армия пришла, что она погибла от голода, от холода, что по большей степени они погибли не сколько в бою, сколько от природной стихии, о том, что они замерзали, о том, что там целый город сгорел и так далее, что я скажу на этот счет и почему так произошло. Если вы посмотрите предыдущий ролик, который я делала по катастрофе 1800-х годов, то вы поймете, что как раз в этот период проходили мощные глобальные катаклизмы по всей Земле. И, естественно, когда эта армия с Европы пришла на поддержку Московии для того, чтобы
с Тартарией очень хорошо поквитаться, то вы тогда помните, наверное, да, что в это время творилось на вот этих землях, то есть на Тартарии, на территории Тартарии и как раз на территории Московии. Там были такие природные катаклизмы, что никакой армии не надо было, и что сама Тартария рухнула, по сути, как государство именно благодаря вот этим природным катаклизмам. Когда уже вот эти победители, условная Римская империя, пришли на руины и руину уже захватили. Как раз таки тогда же вот эта армия Наполеона пострадала от вот этих климатических изменений. Они пришли, и действительно, я думаю, что не только армия Наполеона, но также и армия местного князя тоже переживала тяжелые времена. Тем не менее, им удалось не только отразить нападение тартар, но и сохранить более-менее свои запасы стратегические. Да, армия Наполеона отошла, но армия, которая была местного князя Московии, она полностью захватила все земли Тартарии после этой катастрофы. И более того, почему-то то, как вижу я глобальную катастрофу, вот эту на тонком плане, Европа пострадала по большей степени тем, что большая часть земли, которая находилась на северо-западной стороне Европы, ушла под воду. Также очень много ушло под воду тоже близлежащих, то есть это где Япония, Курилы, вот эти вот все земли. Также есть еще некоторые прибрежные зоны, которые были затоплены и в других частях. Если вам интересно, об этом я говорила на Бусте, рассматривала там эту карту. Но что касается по большей степени климата, что касается землетрясений, что касается вот каких-то движений тектонических плит, то здесь Тартария пострадала чуть ли не больше всех. Эту территорию охватили просто массовые землетрясения. Именно они стали причиной того, что на этих землях были огромные потери, и не только людей, но и вообще огромные были нанесены разрушения строениям, экосистеме и всему. То есть вот этот Уральский хребет, он у нас не просто так ниоткуда взялся. То есть были очень большие смещения и очень большие, колоссальнейшие просто движения Земли. У нас даже выражения остались с тех времен, да чтоб ты под землю провалился, и многие другие. Земля уходит из-под ног. То есть в нашем русском языке остались очень такие крылатые фразы, которые связаны с тем, что буквально земля разверзлась под твоими ногами. А также это все, если вы помните, тоже отразили в эпосе. Это Тартар, где были все согнаны атланты в Тартар, а потом они провалились там в бездну. Это все тоже не взялось из ниоткуда. И уже после падения Тартарии последней точкой сопротивления это был Китай. Вот, Индию они захватили раньше, эти территории, но все равно потом до последнего боролись, как бы что-то пытались отстаивать, но, к сожалению, Китай стал последней точкой сопротивления, но и его сломили. Все это также произошло не так давно, буквально, может, столетия назад. Это по моим личным ощущениям. Столетия, может, около 2 столетий. То есть где-то за Тартарией, если Тартария пала примерно в 1830-х годах, 40-х годах окончательно, да, вот та же самая война 1812 года, как я понимаю, она ознаменовала уже падение Тартарии на тот момент. Эта война не просто так взята очень ярким таким пятном в нашей истории, потому что это была последняя условно последняя битва с Тартарией для того, чтобы завоевать эти земли. Далее уже по прошествии, не больше 50 лет где-то, они добрались и до Китая. Вот такое у меня видение, более подробно об этом всем, вообще об истории этого мира я рассказываю на Бусти. Я там стараюсь все собирать, что я вижу с тонкого, и про сельское хозяйство
прошлого и про то, какие у нас способности были в прошлом, какая экосистема была в прошлом и многое другое. Поэтому, кто интересуется данной информацией, кому она интересна, полезна, то присоединяйтесь, послушайте. Я думаю, что там вы найдете очень много нового и очень сильно полезного для себя. Очень многие ребята, которые подписаны на Boosty, они постоянно мне говорят о том, что у них возникают флешбеки, они начинают вспоминать какие-то события своего собственного прошлого, они начинают вспоминать какие-то флешбеки, особенно когда я рассказываю о каких-то моментах, связанных с сельским хозяйством, как раньше было, или какие у нас были способности, или какие у нас были раньше технологии. Вот вспышки с прошлых жизней возникают, где они вспоминают, что они видели вот то, о чем я рассказываю своими глазами, и у них эти флешбеки постоянно возникают. Конечно, зависит от человека, но тем не менее, так что, возможно, это и вам поможет как-то дать вот такую точку некой памяти и доступа к вашей душе. Но у меня на этом все на сегодня. Я надеюсь, что этот ролик вам был также полезен, как и предыдущие мои ролики. Мне очень приятно за те отзывы, которые вы оставляете под моими роликами. Мне бесконечно приятно читать ваши отзывы, потому что вам помогают мои техники. Например, прошлый ролик про техники работы с подсознанием. Он уже набрал очень много положительных отзывов о том, что данные техники действительно для ребят оказались очень действенными, очень полезными, что у них получается проработать какие-то моменты, как и прошлые техники, которые я давала по очистке дома, о том, как можно через физику работать со своим подсознанием и через физику как-то выходить на свое прошлое, на проработке каких-то блоков в своем подсознании, блоков, которые не дают вам выйти к чему-то хорошему в своей жизни, быть счастливыми и быть всегда в энергетическом ресурсе. И я, читая ваши отзывы о том, как ваша жизнь меняется к лучшему, на самом деле постоянно очень сильно вдохновляюсь. Меня это побуждает записывать для вас много полезных видео, меня это побуждает работать, больше как-то раскрываться для вас, для того, чтобы вы могли расти вместе со мной. Поэтому я решила, что почему бы не поделиться этим вдохновением не только со мной, но и с другими людьми, что, возможно, эти комментарии, эти слова помогут и другим начать работать над собой, вдохновят кого-то, потому что, как мне сказала недавно одна девушка, что порой один комментарий, одно слово способно изменить целую жизнь. И я хочу вам пожелать, чтобы у вас это произошло, и представить для вас доску вдохновения. Возможно, эти слова, которые писали мне люди, помогут и вам дать толчок к работе над собой, помогут вам поверить в себя и дать то самое вдохновение для работы, которое они дают мне. Но у меня на этом все. Я вас бесконечно люблю, целую. Ваша Надежда Солнечная. А я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства, чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих.